Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова. В сегодняшнем видеоуроке я покажу вам, как сделать вот такую прекрасную розочку на зажиме. С одной стороны у меня более школьный вариант, с другой стороны в нежных розовых тонах, может быть для девочки помладше. Для розочек и для бантика я использую ленты шириной 2,5 сантиметра. Атласная лента, лента органза и репсовая лента вот для этого бантика. Оставайтесь, друзья, со мной, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, приступим к работе. Для того, чтобы нам сделать вот такую заколку, нам понадобятся материалы. Лента атласная шириной 2,5 сантиметра. Лента органза или капроновая лента такой же ширины 2,5 сантиметра. Репсовая лента 2,5 сантиметра, либо атласная лента для нижнего бантика. Заколка уточка 6 сантиметров длиной. Пинцет, зажигалка, иголочка с ниточкой, сантиметр или линейка и термоклей. Вот в этой заколке я использовала вот такие вот кружевные элементы, цветочки, для того, чтобы украсить лапку бантика. Можно это делать, а можно и оставить просто розочку. Итак, займемся вначале розой. Для этого нам нужно с вами изготовить вот такой вот лепесточек. В розочке использовано 24 вот таких лепестка. Для изготовления лепестка будем использовать два вида ленты: атласную и ленту органзу. Итак, мы отмеряем, совмещаем сразу две ленты, потому что мы будем дублировать их, и отрезаем отрезочек 8 сантиметров. Далее на блестящую поверхность атласной ленты мы накладываем органзу и складываем это внутрь. Это наша лицевая сторона, которую мы будем выворачивать потом наружу. Мы сложили внутрь, изнанка у нас снаружи. Поправляем две ленточки. Вот место сгиба у нас справа. Зажимаем пинцетом посерединке и складываем пополам. Затем держим где-то еще посерединке сложенные ленточки и отгибаем краешки в стороны, чтобы у нас получилась вот такая вот гармошечка. Поправляем так, чтобы гармошечка была на одном уровне. Зажимаем пинцетом и разогреваем огнем зажигалки. Вот что у нас получилось. Теперь мы должны вывернуть на лицевую сторону нашу заготовку. Вывернули, расправили. Вот такой лепесточек у нас получился. Теперь наша задача подровнять основание нашей заготовки. Если нужно, срезать лишнее, потому что лента органза, она норовит все время сместиться, а нам нужно сделать все слои ровненько. И тоже скрепить, разогреть огнем и скрепить все слои ленты. Вот такой лепесточек у нас получился. Так, еще раз. Мы отмеряем 8 сантиметров отрезок из двух лент: атласной и ленты органзы. Складываем его напополам так, чтобы лицевая часть была снутри.
находим серединку, зажимаем пинцетом, складываем пополам. Затем еще раз зажимаем серединку и отворачиваем в обратную сторону, образуем гармошечку. Поправляем все слои ленты на один уровень, зажимаем пинцетом, разогреваем. Для моей розочки таких лепестков нужно 24 штуки. Теперь выворачиваем и совмещаем все слои ленты, делая основание нашего лепесточка. Подрезаем лишнее, равняем все слои ленты и также сплавляем огнем зажигалки. Итак, для розы, получается, нам нужно 17 лепестков. И сейчас нам понадобится иголка с ниткой. Для первого ряда розочки нам понадобится 8 лепестков, которые мы соберем на нить. Мы прошиваем основание нашего лепестка небольшими стежками. Ниточка должна быть крепкая, чтобы при сборке, при стягивании она не порвалась. Нанизываем 9 штук. Итак, друзья, нам нужно с вами собрать розочку, и в ней будет 3 ряда. В первом ряду у нас 8 лепестков, во втором ряду 6 лепестков, и в третьем серединка розочки состоит из 3 лепесточков. Вот 5 я уже собрала на нить, и еще 3 лепесточка. Прошиваем мелкими стежками. Собрали на нить 8 лепесточков, аккуратно стягиваем. Мы не стягиваем слишком туго, вот чтобы проходил здесь пальчик. Да, закрепляем ниточку. Нанизываем второй ряд розы. Это 6 лепестков. Вот мы собрали на нить 6 лепесточков.
Стягиваем плотнее. Стягиваю, закрепляю ниточку. Для серединки розы нам понадобится 3 лепестка. Для начала берем один из лепесточков и складываем его у основания таким вот конвертиком. Как бы это будет серединка нашей розы. Вот такой конвертик. Закрепляем иголкой с ниткой, делаем пару стежочков, чтобы зафиксировать наш конвертик в таком состоянии. И, соответственно, берем, оборачиваем теперь нашу серединку с одной стороны лепесточком, обернули, прошили, сделали пару стежков, закрепили результат. И с другой стороны тоже оборачиваем лепесточком и прошиваем тоже. Закрепляем нить. Итак, для розы, получается, нам нужно 17 лепестков. Первый ряд 8 штук, 6 и 3. И теперь мы будем розочку нашу собирать. Для основания розочки подойдет кружок фетра, или вот у меня есть кружевной элемент ромашка. Я закрою донышко розы ромашкой, чтобы удобнее было работать, подклеивать. Расправляем лепесточки. В серединку на донышко я наношу каплю клея и вклеиваю второй ряд. В общем-то, если мы не хотим делать розу, а хотим сделать просто красивый цветок, то можно украсить его красивой серединкой. Это тоже будет замечательная заколка. Очень нарядно, белого цвета, на школьный бантик какой-то. А можем сделать серединку. Итак, если мы видим, что у нас основание нашей серединки длинное, мы можем немного при помощи пинцета, ножниц сделать его короче, подплавив основание зажигалкой и огнем зажигалки, и сделать таким образом ножку нашей серединки покороче.
подрегулировать, да, вот серединка. И мы сейчас ее на капле клея вот сюда на основание наносим клей и аккуратно ставим нашу серединку на нужное место. Так как этот лепесточек очень объемный, у нас получается розочка при сравнительно малых затратах. Нам не нужно делать 70 лепестков, 30 лепестков. 17 лепесточков, и наша роза готова. Посмотрите, какая объемная. Можно ее использовать отдельно, как заколочку. Но мне захотелось украсить розочку бантиком, так как я делаю эту заколку для своей дочки. Школьная форма у нас бордового цвета. Итак, займемся нижним бантиком. А для этого нам нужен один отрезок ленты 2,5 сантиметра шириной, один отрезок длиной 43 сантиметра. И для лапок бантика 2 отрезка по 9 сантиметров. Берем длинный отрезок, обрабатываем места среза огнем зажигалки и складываем вот этот длинный наш отрезочек ровно пополам. Разогревая огнем, мы делаем складочку, чтобы нам визуально держать вот эту серединку. А теперь мы делаем бантик восьмерка классический, но заранее нам нужно приготовить тоже иголочку с ниткой, потому что его мы будем сшивать. Складываем отрезок пополам. Вот у нас серединка. Верхнюю лапку нашего бантика заворачиваем вот таким вот образом, чтобы вот эта ширина верхней лапки нашей была ровно посередине. Прикладываем ее так, чтобы ширина ленты была ровно посерединке. Сгиб наш приходился на половинку ширины. Это верхняя петелька. Нижняя петелька. Заворачиваем ее в другую сторону также. Слева и в сторону. Накладываем на верхнюю лапку. Вот что у нас получилось. Вот такая вот восьмерочка. И здесь в серединке квадрат. Для удобства закрепим иголочкой. Теперь каждую петельку мысленно мы складываем пополам. Можно сделать тоже складку для себя визуально, да? Разогреть огнем и прижать. И второе ушко нашей восьмерки тоже складываем пополам. Далее вот эту серединку прижимаем к основанию, к нашему квадрату центральному, да, который у нас образовался. Делаем немного внахлёст 2 вот эти петельки и прошиваем ровно посерединке. Прошиваем и стягиваем. Можно тоже закрепить иголочкой. Для удобства.
Стягиваем наш бантик. Формируем талию. И закрепляем ниточку. Вот что у нас получилось. И займемся лапками нашего бантика. Они могут быть длиннее, короче, как вам самим понравится. Складываем ленточку вдоль ее длины пополам и делаем флажок. Обязательно место среза обрабатываем огнем. Держим основанием ленточки и небольшую складочку. Я делаю вот таким вот образом. Разогреваю и фиксирую нашу складочку. И вторую тоже самое. На капельку клея фиксирую наши лапки. Подклеиваю снизу. И теперь украсим наш бантик розочкой. А можно сделать этот бантик на резинке для хвостиков, но я сделаю на зажиме для волос. Для этого окружность можно взять из фетра. Я взяла из плотной ткани, искусственной замши. Диаметр окружности 2,5 сантиметра. И установлю этот кружок на спинку нашего зажима для волос. Для этого нам нужно согнуть кружок пополам, небольшие 2 надреза сделать посерединке. Чтобы продеть спинку заколки. И нанесем сейчас на всю окружность клей и приделаем заколочку, зафиксируем заколку уточку. Вот наша заколка и готова. Вы можете лапку бантика тоже украсить, если вам захочется какими-то
цветами, бусинами. Вот такие вот две заколочки у меня получились. Одна более нежная, другая подойдет для школы. Сзади, если на хвостик. Можно сделать такие резинки на 2 косички и так далее. Если вам понравился мой видеоурок, друзья, ставьте лайк, оставляйте комментарии, давайте общаться, дружить. И до новых творческих встреч. Пока-пока.